Привет, друзья! Вы на канале Эрудит, и герой сегодняшнего выпуска очень милый и симпатичный зверек. Знакомьтесь, Харза. Харза является самой крупной и ярко окрашенной куницей в мире. Ей присуща наиболее контрастная и яркая окраска. От хвоста к голове темно-бурый цвет перетекает в золотисто-желтый и обратно, за что куницу также называют желтогрудой. Она имеет вытянутое тело, маленькую голову и не очень пушистый хвост. Длина ее тела может доходить до 80 сантиметров, и это без учета хвоста, который добавляет к длине животного еще 35-40 сантиметров. А ее масса нередко переваливает за отметку 5 килограмм. Зачастую взрослые особи обладают более скромным весом, особенно это касается самок. Ареал обитания животных в основном охватывает Юго-Восточную Азию, Китай, Корею и Россию. В качестве места обитания харза предпочитает леса с большим количеством высоких деревьев, но также может жить в зарослях кустарников и даже в горах. Активность харзы не зависит от времени суток, но обычно она предпочитает охотиться днем. Как и другие представители семейства куньих, харза отличается невероятной подвижностью. Она без проблем может бегать как по земле, так и по деревьям, совершая при этом прыжки длиной до 9 метров. Вода и глубокий снег также не являются препятствием для харзы. Харза очень вынослива. Она может преследовать свою добычу не только быстро, но и долго. В поисках пищи харза проходит значительное расстояние, преодолевая до 20 километров в сутки. Рацион харзы очень разнообразен. Она с удовольствием поедает ягоды и орехи. А также она очень любит мед, который добывает довольно необычным способом. Найдя пчелиное гнездо, харза засовывает в него свой длинный хвост и вымазывает его в меде, после чего начисто вылизывает. Но все же харза — это хищник, причем весьма искусный, поэтому более чем 90% ее пищи составляют различные животные. Как правило, харзу не очень интересует маленькая добыча, вроде мышей или белок. Куда более охотно она охотится на добычу, превышающую ее собственные размеры. Харза любит охотиться на крупных птиц, зайцев и даже соболей, являющихся ее близкими родственниками. Но самой любимой добычей харзы являются копытные животные. Например, как этот мунджак. Небольшой олень пытается обороняться, но харза с легкостью уворачивается от его атак. Она пытается вымотать жертву и при первой же возможности впивается в горло острейшими зубами. Прицельный укус не оставляет бедняге ни единого шанса. Харза всегда старается утомить свою добычу и загнать ее в наиболее удобное для нападения место, такое как овраг или берег водоема. Харза – это одно из немногих животных, сумевших приспособиться как к теплому климату Азии, так и к суровым российским зимам. При охоте в зимний период толстый слой снега играет харзе на руку. Широкие лапы позволяют меньше проваливаться при ходьбе по снегу, что дает определенное преимущество при охоте на копытных. Зимой харза часто охотится по берегам рек, выслеживая свою любимую добычу – кабаргу.
Она загоняет ее в глубокий снег или на лед и потом нападает. В это время года вдоль рек можно обнаружить множество тел кабарги, которые Харза закапывает снегом, чтобы вернуться туда, когда проголодается. В случае, если копытных нет поблизости, жертвой легко может стать летяга. Харза очень осторожна. Полагаясь на абсолютное превосходство в скорости, она не спешит ввязываться в драку. Она оценивает обстановку, атакуя с каждым разом все настойчивее. Как только жертва устает, куница хватает добычу за горло и уносит ее в укромное место. Большинство куньих предпочитают одиночный образ жизни, но эти зверьки часто живут парами или даже семейными группами. Обычно в состав стаи входит не более 4 особей, но встречаются и значительно более крупные стаи, в которых может насчитываться до 7 зверьков. Охота также не всегда протекает в одиночку. Если куницы охотятся группой, то они применяют интересную тактику для поиска добычи. Животные двигаются цепочкой параллельно друг другу на расстоянии около 20 метров между собой и регулярно общаясь при помощи тявкающих звуков. Ключевую роль при поиске добычи играет развитое обоняние. После того, как жертва обнаружена, куницы начинают согласованно ее преследовать. У группы хищников в разы больше шансов справиться с крупной добычей, при этом экономится масса энергии и времени. Куницы, обитающие в тропических регионах, вполне могут охотиться и на обезьян. В ход вновь идет тактика с изматыванием жертвы. Харза постоянно провоцирует обезьяну на атаку, ловко уклоняясь от каждого выпада. Несмотря на превосходство в размерах, обессиленная обезьяна не может оказать должного сопротивления. Исход подобной схватки очевиден. Особенно если Харза охотится не в одиночку. Во время еды кто-то из стаи обязательно стоит на стороже, ведь незваный гость может отобрать добычу. Летом у куниц начинается брачный период. Самцы дерутся за внимание самок. Во время беременности будущая мама строит гнездо. Обычно рождаются 2 или 3 детеныша, хотя их может быть и 5. Первое время детеныши слепые и совсем беспомощные. Несколько недель малыши питаются материнским молоком. Они растут очень быстро, за месяц их вес увеличивается в 6 раз. Потомство достигает размера взрослой особи уже через первые полгода жизни, но они остаются вместе с матерью до появления следующих детенышей, а иногда и дольше. Эти куницы в любом возрасте игривы и любопытны. Они постоянно исследуют окружающий мир. В неволе животные могут прожить до 17 лет. В естественных условиях эта цифра, скорее всего, вдвое меньше. У Харзы почти нет естественных врагов. Поймать ее крайне тяжело. А если это кому-то все-таки удастся, то у Харзы есть традиционное для семейства куньих оружие самозащиты – железы.
выделяющие секрет с очень сильным неприятным запахом. Люди на них охотятся редко, так как мех харзы слишком грубый, а мясо жесткое. Гораздо большую опасность для популяции представляет повсеместная вырубка лесов. В целом, умение приспосабливаться помогли харзе занять широкую нишу в экосистеме, и в ближайшее время этим ловким хищникам не грозит вымирание. А на этом у меня все. Надеюсь, ролик вам понравился. Обязательно им делитесь и пишите комментарии. До скорого!